Салют, друзья! UFC Vegas 118 только что закончился, он стал отличной разминкой перед турниром в Белом доме. Карт был более чем интересным. Билал Мухаммед и Габриэль Бонфим – главный бой вечера. Ален против Шахбазяна Со – главное событие. Зиам против Нолана и много подрастающих звезд вроде Ива Бараньевски или Сантьяго Луны. Меня зовут Влад Калугин, и это обзор на все бои UFC Vegas 118. Поехали! Друзья, пока я был в Макао, я прикупил там настоящие перчатки UFC, и прямо сейчас к турниру в Белом доме они разыгрываются в телеграм-канале Калугин ММА. Заходи и принимай участие, и возможно именно вам уйдут эти перчатки, но а нас ждет ивент в Белом доме уже на следующей неделе. По QR-коду на экране можно забрать аж целых 10 тысяч фрибетов от моих партнеров. Куда их потратить, вы точно разберетесь, учитывая, что кроме Белого дома стартует и чемпионат мира по футболу. QR-код на экране, если он вам неудобен, то ссылка есть и в нашем телеграм-канале, все найдете в описании. Кэтлин Соуза и Ариане Карнелоси уже встречались, их первый поединок произошел за пределами UFC в 2019 году. Тогда Карнелоси смогла одержать досрочную победу ударом по корпусу в третьем раунде. Обе девушки уже больше 3 лет находятся в UFC, у обеих рекорд 3-3, так что та, которая сегодня сделает свой рекорд отрицательным, рискует покинуть промоушен. Соуза в первом же раунде брутально вырубает Карнелоси. Сначала правая рука достигает головы Карнелоси в нокдауне, она тут же поднимается, но как только она подняла голову, как тут же прилетел хай-кик, это жирная точка. В первом же бою ивента заявка на бонус в 100 тысяч баксов. Кэтлин Соуза побеждает нокаутом в первом раунде. Джейса Чавес получила контракт с UFC благодаря победе на претендентской серии Дейны Уайта. Она одержала победу раздельным решением и получила приглашение в лигу. У бразильянки непобежденный рекорд 6-0 в ММА. Ее соперница Юнеси Дюбен, которая также прошла через контендер, выиграла там нокаутом в первом раунде. Правда, свой дебютный бой в UFC Дюбен уже провела и проиграла. Повторит ли такую судьбу Чавес или наоборот ухудшит рекорд Дюбен? Давайте смотреть. Девушки отбились все 3 раунда. Неспорным вышел только второй. Там Чавес забрала спину и большую часть раунда пыталась задушить соперницу, было опасно. Но вот первый раунд прошел с взаимными попаданиями в стойки, а третий во взаимной борьбе. Обе добились успеха. Раздельным решением победу отдали Чавес и правильно сделали. В первом раунде ее попадания были куда весомее. Так что решение было верным, хоть и на тоненького. Джордан Левит появляется в октагоне совсем не часто, но в этом году он уже провел один бой, выиграл у Дель Валли и вышел на серию из 2 побед к ряду. Но соперник сегодня непростой, Жо Андерсон Брито. Брито шел на серии из 5 побед до сентября 24-го, но в последних 3 боях выиграл лишь раз. Сабатини и Гомес нанесли ему поражение, спад это или просто неудачный период в карьере Брито, сейчас узнаем. 4 минуты в первом раунде Левит неплохо реализовывал свой геймплан. Прилип к бразильцу, не отпускал, переводил, пытался выйти на сабмишн. Избегал стойку, что логично, Брито на порядок жестче в этом аспекте. Но бразилец на последней минуте выбрался из объятий и начал вколачивать один удар за другим. Левит прыгнул в ноги неподготовленно и был пойман на удушающий. Жо Андерсон Брито побеждает сабмишном в конце первого раунда. Присцилла Качуэйра находится в не лучшем положении. В UFC у нее рекорд 5-8, и за последние 4 года одержаны лишь 2 победы. Вероятно, бразильянку спасает только то, что она побеждала нокаутами. Челси Чендлер, как и Качуэйра, серия из 2 поражений подряд. Все поражения в UFC Челси потерпела от топовых соперниц. Сегодня победа для любой из спортсменок будет означать спасение от увольнения из лиги. Чендлер роняет Присциллу в первой 5-минутке. Внизу пыталась сначала задушить, не вышло. Пришлось еще немного повозиться, но по итогу удалось исполнить армбар. Челси Чендлер побеждает сабмишеном в первом раунде. Что ж, 4 боя, 3 финиша в первом раунде, и идем очень бодро. Бруно Силва за свои 11 боев в UFC побился со многими топовыми бойцами. Да, рекорд у него 5-5, 1 no contest, но при этом бразилец еще и бьется зрелищно. Все победы в лиге у него досрочные.
И соперник подобран идеально, тоже жесткий и неуступчивый Эдгар Чайрес. Идет на серии из 2 побед. В UFC всего 2 поражения от молодых талантов Тайры Ивана. Что за турнир? Чайрес дважды в начале боя роняет Силву. И после второго нокдауна вышел на сабмишн. 4-й финиш в первом раунде из 5 боев этого карда невероятно. Эдгар Чайрес побеждает сабмишном в первой 5 минутке. Свой последний бой Маркус Маги провел в июле прошлого года против действующего чемпиона Петра Яна. Поединок прошел всю дистанцию, Маги хорошо себя показал, но потерпел первое поражение в UFC. До боя с Петром у него была серия из 4 побед в лиге. Соперник Джон Янис. Американец дебютировал в августе прошлого года на коротком уведомлении и проиграл. Вернулся в апреле этого года, нокаутировал соперника в первом раунде, и теперь рекорд Яниса 1-1. Серьезное снижение в уровне оппозиции для Маги. Раунд 1. Маги уверенно превосходит в стойке Яниса. Он его и встречает хлесткими боковыми, и сам хорошо и акцентированно, что самое главное, атакует одиночными, периодически подключая кики по этажам. У Яниса дела совсем не клеются, никак не может поймать ударом Маги, у которого еще и футворк на отличном уровне, играючи забрал раунд. Во второй 5-минутке Маги нарастил обороты, разбил лицо Янису, и в моменте, когда казалось, что Янис, наверное, должен уже сломаться, он наоборот, после пропущенных включился больше в поединок. И стал рискованно идти вперед и доносить уже свои попадания, но по общей картине он все еще уступает. Третий раунд вышел самым конкурентным, один из судей его даже отдал Янису. Ему стоило более уверенно идти вперед с самого начала, очень долго включался в поединок. 30-27, 30-27 и 29-28 Маркус Маги побеждает единогласным решением судей, перебив соперника в стойке в каждом раунде. Мэтт Шнелл выступает в UFC уже 10 лет, с кем он только не побился за это время. Начиная с 22 года у Мэтта все достаточно плохо, всего 1 победа в 5 боях. Сегодня соперником должен был стать молодой Иманол Родригес, но мексиканец травмировался и на замену вышел Алессандро Коста. У бразильца 3-3 в UFC, последний раз он дрался в апреле. Все 3 предыдущих поединка Косты завершились нокаутами, и дважды он выходил победителем. Меньше половины раунда понадобилось Алессандро Косте, чтобы отправить Мэтта Шнелла в нокаут и, скорее всего, уволить тем самым ветерана из промоушена. Он зачастил с досрочными поражениями. А Коста двигается дальше и оформляет очередной нокаут в своей карьере. Ива Бараньевский сегодня проводит свой 4-й бой за 7 месяцев. Поляк просто на невероятном ходу. На претендентской серии выиграл нокаутом за 20 секунд. В дебюте в безумном поединке с Ибо Асланом выиграл за 1,5 минуты. В марте был нокаут за 28 секунд. Джуниор Тафа, его оппонента, только-только побился месяц назад в Перте и выходит на коротком уведомлении. Там он нокаутировал Кевина Кристиана в первом раунде и добыл первую победу в полутяжелом весе. Бараньевский не меняет традиции. 1,5 минуты ушло на то, чтобы лоу-киком срубить соперника, а затем добить. Его Бараньевский побеждает техническим нокаутом в начале поединка после жесткого лоу-кика. Брайс Митчелл последний раз дрался в июле прошлого года, тогда он провел свой дебютный поединок в легчайшем весе и одолел Саида Нурмагомедова по очкам. Изначально его соперником на этот турнир планировался Виктор Генри, но он снялся. На замену вышел соперник поинтереснее, Сантьяго Луна, ему 21 год. В UFC он ворвался с нокаутом в первом раунде, а в феврале этого года одержал победу судейским решением. Всего в карьере у Луны 8 побед и ни одного поражения. Первый раунд. Хороший прямой от Луны, но Митчелл быстро перешел к борьбе. С большим трудом, но все-таки добыл перевод и долгое время пассивно пробыл в боковом контроле. Однако позже добрался до фулл-маунта, но практически ничего из этого не извлек, лишь попытка задушить на последних секундах. Второй раунд. Небольшой обмен ударов и попытка перевода от Митчелла, но сверху оказался Луна, который поднялся обратно в стойку. Митчелл не стал ничего нового выдумывать и попытался перевести еще раз, и в этот раз удачно. Он оказался сверху, менял позиции, half-guard, сайд-контроль, но без ударов, однако раунд в очередной раз забрал. Третья 5-минутка, первая половина была за Луной, он такой на мотивации, понимая, что нужна досрочка, активно шел вперед, в стойке перебивал и даже в партере немного подоминировал, попробовал выйти на сабмишн.
Но вторая часть раунда вновь под тотальным контролем от Митчелла. А когда оставалось 8 секунд до финального гонга, то Митчелл задушил Сантьяго Луну. Брайс Митчелл побеждает сабмишеном в третьем раунде за 8 секунд до конца боя. Фарес Зиам идет на серии 6 побед подряд и по праву считается одним из самых скилловых и опасных бойцов легкого дивизиона. В последнем бою он нокаутировал Назима Садыхова и сейчас занимает 14-ю строчку рейтинга. Том Нолан, еще один проспект весовой. Австралийцу 26 лет, у него 4 победы подряд. В сентябре одержал победу удушающим приемом сзади в первом раунде. Это, кстати, была первая победа сабмишена в карьере, потому что до этого он чаще всего побеждал нокаутом. Первые 2 раунда сумел забрать Нолан, чем шокировал многих фанатов. Мало того, что навыки грэпплинга показал неплохие, так он еще и по габаритам значительно превосходил Зиама, в том числе в физической силе. За счет этого набирал минуты контроля у сетки, а когда переводил, накрывал бетонной плитой сверху. В третьем раунде Зиам понимал, что нужно идти ва-банк. Он и в стойке насыпал неплохо, да и в борьбе в этом раунде был поувереннее. Находился сверху, бил, искал сабмишен, но нет, звучит гонкой победу единогласным решением 29-28, одерживает Нолан. Осталось 2 главных боя, а я напомню, что фрибет 10 тысяч можно забрать по QR-коду на экране, а в телеграм-канале розыгрыш перчаток. Ссылка в описании, а мы продолжаем. Главный бой вечера. Брэндон Аллен еще осенью возглавлял турнир против Ренье де Ридера. Одержал уверенную победу и занял 4-ю строчку рейтинга среднего дивизиона. Но сегодня ему предстоит встретиться с бойцом, который находится за пределами топ-15. С 2020 по 2025 год у Эдмона Шахбазяна был рекорд 2-5. Но сейчас он смог выйти на победную серию впервые с тех золотых времен, когда он был непобежденным бойцом в топ-10 UFC. В 3 последних боях 3 победы, 2 в первом раунде. Это огромный шанс для него сегодня. Первый раунд. Борьба у Аллена не работает, поэтому он был вынужден биться в стойке. А тут плюс-минус было равенство. Да, большую часть 5-минутки лучше выглядел Аллен из-за активности, но концовка уверенно была за Шахбазяном. Несколько раз он плотно приложился, главное точно, оставив отметины на лице Аллена. Второй раунд вышел на 100% близким. Бойцы обменивались ударами на средней дистанции все 5 минут и обменивались точными попаданиями. Удивительно, что никто из них не побывал в нокдауне, порой бойцы проводили целые точные серии и никто не хотел отступать, отдавать позиции. Этот раунд могут оценить по-разному. И вот третья 5-минутка вышла наименее конкурентной. Там Аллен добавил, понимая, что бой может сложиться спорно, а вот Шахбазян наоборот немного подсел. Аллен выбросил на порядок больше ударов, и самый кайф этого боя, что почти каждый удар был акцентированным. Каждым ударом они оба хотели нанести урон. Шикарная встреча, но финально Аллен, конечно, дожал и выиграл бой единогласным решением судей. Двое даже отдали ему все раунды. Главный бой вечера. После потери титула в поединке с Джеком Делла Мадаленой Белалу Мухаммеду не удалось одержать победу. А в ноябре он уступил Иэну Мачадо Гэри. Сейчас Белал опустился на 5-ю строчку рейтинга, но на нее уже нацелен другой боец, Габриэль Бонфим. А в ноябре Бонфим впервые в карьере возглавлял турнир UFC, одержал победу нокаутом ударом колена из клинча. Повержен был Рэнди Браун. На данный момент он занимает 11 место в рейтинге, но победа над Белалом катапультирует его в топ-5. Раунд 1. Бонфим прессингует и работает по этажам. Хорошие мидл-кики и прямые в голову. Белал же пока не понимает, как ему лучше работать. Его редкие выпады вперед встречались молниеносными боковыми от бразильца. Второй раунд, а Белал стал идти вперед гораздо больше. Но проблема в том, что Бонфиму именно это и нужно. Он куда лучше встречает, чем сам идет в атаку. Белал несколько раз за раунд схватил жесткие боковые, когда открыто шел в атаку. Этот раунд получился однозначным в пользу Габриэля Бонфима. На руках он переигрывал Белала, который и не думал бороться. Третий раунд еще более разгромно забирает Бонфим. С каждым раундом конкуренции в стойке становится меньше и меньше. Я понятия не имею, почему Белал принципиально не хочет бороться. Это его сильнейшая сторона, за счет которой он когда-то стал чемпионом. И теперь он полностью от нее отказывается и проигрывает бой 3-0 по раундам. В
четвертом и пятом раундах Белал ничего не изменил, его лицо все больше заливалось кровью, он по-прежнему даже не пытался бороться, а Бонфим все 5 раундов закончил с чистым лицом. Почему именно так решил действовать Белал, никому не известно. Габриэль Бонфим одерживает победу единогласным решением судей со счетом 50-45. Заряжайте лайк, пишите в комментариях, кто сегодня отличился на бонус в 100 тысяч баксов. Переходите в телеграм-канал. Неделя перед Белым домом будет жаркой, с нами вы точно ничего не пропустите. Ну и конкурс перчаток UFC тоже не забывайте. Ссылочка в описании. Увидимся с вами именно в телеграм-канале. Пока-пока.